Приветствую всех зрителей канала Алекс Моторный. Сегодня приглашаю посетить одно из интереснейших красивых мест города Харькова – Савкин Яр. Последний раз я здесь бывал еще в октябре 2020 года. И на этом канале было опубликовано тогда видео с Савкиного Яра, где я рассказывал историю появления и о современной жизни и судьбе этого необыкновенного оазиса. Но тогда, в октябре, это место было, так сказать, не совсем презентабельным. Трава выгоревшая и рыжая, пейзажи соответствующие. И вот сегодня мне выдался тот самый случай снова побывать в этом чудном уголке природы. Давайте еще раз прогуляемся по Савкиному Яру в Харькове и посмотрим на него летом. Савкин Яр, или как его еще называют Савкин овраг, это небольшой городской оазис, который разделяет районы Холодная гора и Лысая гора. Местность в Харькове почти легендарная. Существуют две версии происхождения его названия. Согласно первой версии, название овраг получил благодаря известному украинскому философу Григорию Савичу Сковороде. Сковорода во время своих визитов в Харьков останавливался в доме пасечника, который жил на Лысой горе. Дом был возле спуска во овраг, и странствующий философ очень любил здесь гулять. Дом пасечника просуществовал до 1970-х годов. Сюда регулярно приезжали исследователи творчества Сковороды. Но в 1970-е дом уничтожили по приказу тогдашнего первого секретаря Харьковского обкома КПУ Григория Ващенко. По другой версии, своим названием овраг обязан местным преступникам. Поговаривают, что неподалеку жил местный криминальный авторитет и на территории оврага содержал воровское общежитие. В конце 19 века местные газеты писали, что в Савкин овраг боятся ходить даже полицейские. В начале 20 века здесь также поселились бездомные и мелкие воры. Мелких хулиганов в Харькове называли сявками, а место, где они жили, Сявкиным оврагом. Есть еще одна увлекательная история данной местности, начало которой начинается еще в первой половине 18 века. На северо-западе Харькова были еще в то время пустые леса, которые покрывали большую часть современной Лысой горы и части Холодной. В 1820 году местная помещица, имя которой не упоминается в источниках, распродает леса на нужды строительства Александровской колокольни Успенского собора. Вырубленные деревья пускали на изготовление строительных материалов, а непригодные в качестве деловой древесины расходовали при обжиге кирпича, который изготовляли здесь же, на заводе в Савкином Яру. Яр был богат на глину. Так Лысая гора получила свое название, а Савкин Яр – тяжкую ношу – кирпичный завод, который находился на его возвышенности. Но не следует забывать о том, что Яр обязан заводу оригинальностью своего рельефа. Небольшой водоем, который таится на самом дне карьера, конечно, картина зрелищная. Кирпичный завод, конечно, был большой проблемой для Савкиного Яра. В связи с деятельностью данного предприятия связывают явления эрозии почвы и существенного загрязнения окружающей среды, которая долгое время оставалась большой проблемой для экосистемы края. Как только решили вопросы с заводом, деятельность которого была остановлена, возникла другая проблема – местные жители. Они видели в данном овраге, пути на который были закрыты и знали немногие, отличное место для сбора мусора. За многие годы это место превратилось в несанкционированную свалку. Савкин овраг или Савкин Яр – это, конечно, одно из самых живописных мест города Харькова. И камера не передаст всю красоту этой достопримечательности. Находится этот оазис в глубине частных секторов, 14 гектаров зеленых холмов, что возвышается над землей и прячут от глаз небольшое озеро, в котором местные рыбаки пытают удачу поймать рыбу. Возвращаясь к истории Савкиного Яра,
Известная харьковская писательница, жительница Холодной горы Раиса Андреевна Беляева писала: «Не ходите в Савкин Яр, строго-настрого приказывали взрослые», что, естественно, только подогревало интерес к запретному месту. Слово «сявка» на местном диалекте означало «хулиган», может быть даже бандит. Сявками были мальчики, подростки и юноши, по большей части выросшие без погибших на войне отцов. Мелкие базарные, трамвайные, вокзальные карманники и настоящие воры. Сразу в первые годы после окончания Второй мировой войны они все проживали здесь, в этой местности. 1950-е, перекореженная, взбаламученная мировой войной жизнь начала упорядочиваться. Безрукие и безногие инвалиды с костылями, палками или на уродливых самодельных колясках постепенно исчезали. И становилось страшной сказкой все это то, что было до этого здесь. Так что Савкин или Сявкин Яр был на самом деле не таким уж и опасным местом. Однако благовоспитанным детям делать было нечего. Но мы с подружкой Верой были то ли недостаточно благовоспитанными, то ли слишком любопытными. Из воспоминаний писательницы мы видим, что данное движение продолжалось и в середине 20 века. Сейчас же Савкин Яр – один из самых таинственных и покрытых исторической шалью неизвестности города Харькова. Уж стало трудно разобрать, где историческая основа, а где легенды, которые слагаются местными этнографами. Несколько лет назад в Савкином Яру проходил субботник, где все желающие могли заняться уборкой Яра. Кроме уборки на территории Яра прошли развлекательные мероприятия. Активисты Харькова хотели сделать из давней городской свалки красивое место для отдыха. Идея даже нашла поддержку как у мэрии Харькова, так и в международных организациях. Но многие договоренности так и остались на бумаге. Но Савкин Яр и в таком виде оставляет о себе приятное впечатление. Под данным видео в описании вы найдете ссылку на видеоролик про Савкин Яр, который был опубликован на канале в 2020 году. Посмотрите, там тоже очень интересно. Подписывайтесь, друзья, на канал, делитесь своим мнением насчет увиденного, понравился ли вам Савкин Яр или нет. До новых встреч на канале.